Привет, друзья! Вы на канале Team Spirit Chess. Меня зовут Данил Дубов, и сегодня мы с Владом Артемьевым будем соревноваться в игре против ботов на Chess.com и посмотрим, кто лучше справится за полчаса. Поехали. Сначала у нас начинающие, и нам дают белые. Это хорошая новость. Ну, давайте проверим детский мат сначала, знают ли начинающие. Так, тут как-то сложно на него напасть. Сейчас ферзя на b3 поведем и нападем. Так, отлично. В общем, эту партию мы выиграем, судя по тому, что нам зевают на f7. Как-то мы должны справиться. В этих спидранах всегда, конечно, надо как-то подстраиваться под задачу по-хорошему. Не обязательно играть слишком хорошо, главное просто как-то почаще нападать на мат. Так, ну что, слон g8, ферзь f7, ферзь бьет h5, e8 ферзь. Да, ставим ферзя и как-то там матуем. Умное превращение, он нам говорит. Окей, спасибо, бро. И сейчас красивый мат такой, ферзь f7 и ферзь h8. И первый наш соперник — это бот Мартин. Я играю белыми фигурами, пойду первым ходом e2, e4, e4, e5. Пока конь f3, конь f6. Вау, русская партия, неожиданно. Это дебют очень серьезный. Ну, давайте сыграю конь c3 пока. Конь c3, d6. Мой соперник, видимо, хочет разыграть защиту Филидора. Давайте d4 пойду. ед. Есть такой ход, конь бьет d4. Теперь у белых такая хорошая расстановка, перспективная. h5 ход неожиданный. Давайте пойдем, например, слон c4. Ход плановый. Готовимся сделать короткую рокировку, конь bd7. Ход, наверное, не обязательно, но вполне возможный. Рокировка. Наметить план игры. Так, ладья b8, это, мне кажется, ход неудачный. Давайте пока ладья e1. Так, b5. Но после b5 ослабляется пункт c6. И я этим пользуюсь. Конь c6, bc. Теперь могу сразу съесть ферзя конь d8, а могу пойти как-нибудь e5. Ну, давайте побью конь d8, да. На всякий случай надежно. Король d8, теперь e5. У белых лишний ферзь. Кажется, соперник потерял нить игры. Забираю коня. Да, и теперь, видимо, связываю. Слон g5. У черных абсолютно проигранная позиция, и победа близка. Так, ладья b2. Это, пожалуй, последний активный ход черных партий. Играю конь d5, слон d7, давайте конь бьет f6, теперь на g слон f6 и ладья b3 это уже роли не играет, конь бьет d7, объявим шах, так, и заберем ладью. Остались последние секунды, и это будет хорошим стартом. Уровень соперника оставляет желать лучшего, но, наверное, дальше будет интереснее. Давайте мат в два хода, ферзь b7, король d8, ладья a8. Победа. Хуан говорит: Ола, я очень силен за доской. Так, ну хорошо. Тебя тоже проверим на детский мат, старик. f6 один из худших возможных ходов, насколько я знаю, в начальной позиции. Вы не поверите, но скоро у вас начнутся затруднения, говорит нам Хуан. В абсолютно безнадежной позиции причем. Можно было ферзь h5 на... О, сейчас ферзь h5 на ферзь f7 мат нападем. Так, счастье близко. Что ж ты такой упрямый-то? Ладно, ферзя отдал, тоже неплохо. Лишний ферзь это не так хорошо, как просто дать мат. Вам просто повезло, неужели я плохой спортсмен? Да, боты, конечно, слабые, но реплики они в целом достойные прописали. Так, нам даются фигуры. О, так, отлично уже. Счастье близко. Это пошло не по плану, он говорит, когда у него съели 25 фигур, потому что 25-я расстроила его особенно. Ну ладно. Так, b3 мат. Отлично. Так, ну давайте пойду теперь первым ходом d2, d4. a7, a6. Ну, в таком случае будем захватывать центр. e4, e5, жертва пешки. Довольно неожиданно, но хорошо съем. Уже позиция у белых, наверное, близка к выигранной. Слон b4, давайте слон d2 под размен. Вообще, когда у вас лишний материал, нужно менять фигуры. И преимущество скажется в эндшпиле. Ну, давайте подцеплю его ходом a4. Король e7, вау, вау. Ферзь g5, шах. Теперь зайду с этой стороны. Партия близится к завершению, ферзь h8. У белых уже лишняя ладья и несколько лишних пешек. Теперь еще и коня съем. На король e7 я думал в эндшпиль перейти, но так я еще пешку съем. Да, ферзь f7, король c6, вау. Соперник просто какой-то дикий. Король c6, ферзь d5. Ферзь d5, король d7, наверное, я съем ладью. Да, признаться, партия не очень интересная, пока e6 такой тактический удар еще. Король e7, ферзь c6. Черным уже можно и сдаться, в принципе, но боты играют до конца.
b4, давайте еще пешечку съем, слон a6. Как известно, пешка — это душа партии. Ферзь e8, ферзь c7 шаг. Теперь мы, наверное, забираем слона. И на ферзь d7 переходим в эндшпиль. И потихонечку проводим ферзя. Теперь осталось увести слона с поля a6. Давайте слон c4. Король e5, наверное. Давайте конь d2, пешку защищаем на e4. Так, ну давайте съем на всякий случай. Вообще в шахматах важно уметь проводить свои идеи и в то же время препятствовать идеям соперника. Так, d5, слон d5. У черных иссякают последние ресурсы. Остался король и пешка, и партия потихонечку заканчивается. Ферзь b8 шаг. Король d4. Давайте король e2 пойду, поле d3 под контроль возьму. И сейчас какой-нибудь мат мы поставим. Наверное, вот такой. Король c5, b4 мне нравится. Все, победа, ура. 2 победы на нашем счету. То, что я делаю, друзья, в целом делать, конечно, не надо. То есть, если вы как-то знаете, что ваш соперник не совсем бот, можно пытаться играть с ним нормально. С другой стороны, даже Магнус пытался в чемпионате мира поставить детский мат мастеру спорта. В конце концов, надежда умирает последней, да? Ну что, опять сейчас ферзь бьет h5, слон бьет h6 и детский мат. Так, пока ушли. Ну только на b3 не бей. Зараза, ну ладно. Придется играть с тобой. Как-то спидран пошел немножко не по плану, то есть партию, понятно, что мы выиграем, но как-то быстро на все напасть у нас не получилось. Вот пока я это говорил, уже, может, получилось. Так. Как-нибудь бы с конь d6 там красиво бы связать, ну ладно, пока. О, это подбой, это порадовало. Вы похожи на ребенка на новогоднем утреннике, пишет мне этот бот. Мне трудно даже как-то квалифицировать, это комплимент или это обидно, или что, я даже как-то... Я бы сказал, конечно, на кого ты похож. Да, ну, в общем, сейчас как-то мы тут этого забодаем, гражданина. Да, ладья g3 и по виду мат ставим. Точно не хотите подарить мне ничью, а? Как ты заговорил? Точно. Так, ну давайте пойду теперь c4. Будем применять разные дебюты, потому что шахматы очень богатая игра. h5, ну, ход такой, конечно, кривой. Конь h6 еще более кривой ход. Давайте конь c3. Потихонечку заканчиваю развитие. Захват пространства. Так. И снова соперник жертвует пешку. Но, конечно же, эта жертва полукорректная. Ферзь e7, конь f3. Пешку защищаю. d6. Ну, теперь у белых заманчивый выбор. Можно пойти конь d5. Можно пойти слон g5. Ну, давайте пойду слон g5. А давайте поставлю ловушку. Пойду e3. И теперь в случае de ферзь d8 мат. Соперник... эту ловушку раскусил. Давайте все равно пойду слон e2, ладья h7. Ход, конечно, странный. Давайте пойду, допустим, слон f4 и на de теперь конь g5. Вау. Какая-то такая странная игра за черных. Даже не знаю. Конь d4. Глаза разбегаются. Очень много возможностей у белых. Скажем, e в побе. Буду играть просто. Теперь конь f3. Захожу по полям. Заодно напал на пешку d6. Соперник зевает качество. Слон бьет a6. И на GH я сделаю просто короткую рокировку. У белых материальное преимущество, комфортная позиция. Теперь конь d4. Далее слон подключается к атаке. Слон f3. Даже так. Ладья b8. Ну, в таком случае пешку забираю. И подключаю коня. Конь d5. Теперь изюминка заключается в том, что в случае конь d5 следует слон h5. У черных позиция, конечно же, ужасная. Слон бьет f7. Наверное, ладья бьет f7. Ну, могу вернуться конем. Конь d4. Теперь будем выигрывать партию методично. Король e7. Пойду конь b5, нападаю на 2 пешки. Так, соперник зевает, наверное, ферзь d6, король e8 и ладья а на d1. Грозит мат ферзь d8, слон d7. Ну, давайте еще пешечку съем, конь a7. О, ничего себе, конь d5. Ну, хорошо. Ферзь бьет d5. Ну, ход как ход, давайте шагом, ферзь a8. Наверное, король e7, нет. Так, а теперь конь c6 и ферзь d8. Собираем урожай, как говорят шахматисты. Ладья d7. Все. Осталось совсем чуть-чуть. И ферзь g7 мат. Соперник повержен. Так, с начинающими мы разобрались. Дальше у нас средние. На средних можно уже, да, играть чуть более вменяемо, а можно и нет. Ну, давайте для начала проверим, насколько средние сильно отличаются. Может, детский мат дадут все-таки поставить. В целом, пока... Как сказать, пока жива надежда поставить детский мат, мы будем как-то пытаться это сделать. Потому что, так, ну ладно, как-то надежда умерла немножко. Это такой абсурдный гамбит. Вроде не уравнивает это за белых, но есть такой интересный факт, что опять же так играл Магнус. Можете в целом заметить, что Магнус примерно все плохие дебюты уже играл.
И, в общем, это ему мало мешало. Да, но несмотря на размен ферзей, как-то на инициативу мы пытаемся играть. Да, в общем, этих ребят мы тоже явно должны пытаться обыграть побыстрее. Да, шах, длинную рокировку. Так, оптимистично я сделал примув, кстати, длинной рокировки. Ну ладно, обошлось. Этого верну. Ну, как-то надо уже искать опять какой-то мат побыстрее. Очень лениво этим заниматься, но... Этот навык, на самом деле, плохо развит даже у лучших шахматистов. То есть, как правило, задачи выиграть именно быстро нету. И более того, есть отдельные экземпляры, типа моего оппонента как раз по этой странной игре Владислава, которые даже наоборот получают какое-то такое извращенное удовольствие от побед за 5 часов, а не за час. Так, ну вроде матуем. Так, и снова я белыми. Как приятно играть белыми фигурами. Первый ход Е2, Е4. Самый популярный ход. Ух ты, защита Каракан. Так, d4, d5. Ну давайте как-нибудь активно сыграю. Конь c3. Конь c3 это такая вечная зеленая классика. Карпов любил играть и не только. Теперь у белых выбор. Ну, основной ход конь f6. Да, после Е получается позиция. У белых, конечно, в центре некоторое превосходство, но у черных такая гибкая пешечная структура на королевском фланге. c3, хочу пойти слон d3, c3, слон f5. Ну, есть такой ход. Тут неплохим ходом считается конь e2 с идеей поставить коня на g3. Ферзь e7. Хорошо, слон e2. Далее, наверное, сделаю короткую рокировку. Соперник какое-то странное решение принимает. Слон h3, забираю фигуру. Так, ну давайте все-таки в короткую рокировку, затем ладья e1. Ладья e1. И, может быть, мы вообще ферзя выиграем, я так думаю. Да. Неожиданно партия потихонечку заканчивается, потому что соперник потерял нить игры. Слон d7, король d7, ладья e7. На слон e7 пойду ферзь b3, нападу на две пешки. У черных позиция рушится. Так, ферзь бьет f7. Каждая пешка важна. Еще на h7 съем, потом на g6 съем, слона на f4 выведу. Давайте слон f4. Далее ладья подключается к игре, ладья e1. И партия заканчивается. Теперь конь f5, ладья e7. Печальная картина. И теперь еще красивый ход d5. Поле c6 беру под контроль, чтобы король не выбежал случайно у черных. Ладья бьет e7. Так, ну что, ладья e8 и ферзь e7 мат. Даже примув поставлю. Вот Азиз сразу, еще партия началась, он пишет: я подготовил необычный вариант специально для вас. Ну давай, Азиз. Друг мой лучший после стопки водки так играет всю жизнь. Так, ну опять это как-то совсем неубедительно. Ну что, попробуем на детский мат напасть? Говорит, партия складывается не в мою пользу, но я люблю шахматы. Дружище, вам шах. Окей. Смешно, кстати, на каком-то любительском уровне, ну, даже не любительском, а совсем, да, уровне начинающих шахи, в принципе, любят объявлять люди. А у нас, наоборот, это считается как бы, ну, что понятно, что и так квалифицированный шахматист видит, что ему шах. И в целом у нас это где-то на грани между неуважением и шуткой. Я вот недавно, например, ну, вы если канал смотрите, вы уже могли заметить, что я в целом очень смешной. Вот я недавно Пете Свиллеру как раз на турнире, я сделал ход с шахом, он задумался, я подождал минуту, сказал ему слово «шах». Мы заржали как идиоты. Видите, шахматисты очень смешные. По виду тоже сейчас как-то замотуем. Слон b6 и ферзя на d8 надо привести. Там что-нибудь организуется. Ну, пойди на e7. Ну, что ж ты такой упрямый-то, Азиз, дружище? Раньше надо было... Ну, на b5 хоть пойди. Да, ну и какой-то там ферзь c5 и мат. В общем, да. Куда хочешь сюда, и сюда, сюда. Так, с Азизом как-то совладали. Может быть, в следующей партии пойду b3 первым ходом. Давно я так не играл. d4, e5, de. И на доске снова гамбит. И теперь я тоже сыграю в гамбитном ключе. Пойду конь c3. Пешку возвращаю, играю конь d5. Мои фигуры очень активны. И, конечно же, у черных позиция неприятная, на мой взгляд. Ферзь h4. Вау. Я ожидал хода d6. Но соперник, видно, амбициозный у меня. Ферзь h4, слон g3, слон b4. Теперь у черных висит ферзь. А слона и вовсе нет. Да. Так, ну давайте пойду e4, например. Так, и теперь, пожалуй, съем конь c7. После король d8 могу побить конь a8, а могу пойти ферзь d4, например, в эндшпиль. Перейдем в эндшпиль лучше. Так, и пойду теперь конь b5, напал на ладью. Сейчас буду переводить соперника в партер. Король e7. Так, слон d6 шах. Да, игра, конечно, своеобразная от соперника. Ну, уже можно опустить занавес, конь c7.
Теперь висит ладья. Если ладья b8, то конь e8 шах. Затем ладья g1. И позиция черных проиграна. Конь g7 шах, король h4. Давайте конь f5 добавлю. На король h3 ладья g3. И теперь какой-нибудь красивый мат мы поставим. Давайте пока король e2 пойду. Ладья g8. Давайте нанесу. О, красивый ход. И на король h3 ладья h1. Все, победа. Мои дети думают, что я гроссмейстер, не открывайте ему секрет, говорит нам Эмир. Интересно, есть ли в мире гроссмейстер по имени Эмир? Ферзь e6 шах, да, ну, есть какой-то такой вариант. Вы не поверите, он ужасный, и его играл Магнус. Это смешно, но Магнус попробовал, видимо, все плохие варианты в этой игре. И в целом хорошие тоже, наверное. Давайте, ловушка, ферзь h5, как будто напали на h7, на самом деле слон b5 хотим пойти. О, отлично. Давай. Так, это забрали. Не знаю, зачем, можно было не забирать пока. Не говорите детям, что вы взяли моего ферзя, говорит Эмир. Это не сулит мне ничего хорошего. Эмир, кажется, как-то почуял неладное. Напоминает чем-то игру в парке вот с этими людьми, которые играют по 100 там, рублей, по 200. Я не раз так в парках как-то садился. Играть они, как правило, никогда не хотят играть просто так. Они, конечно, хотят играть с тобой на деньги. Мне всегда сразу все говорят, что молодой человек, ну только на деньги, вы же понимаете, вы извините, там, мы серьезные люди. Потом как-то по ходу партии часто это как-то уверенность, она уходит. Я в игре на деньги, правда, друзья, у меня баланс, по-моему, минус 500 рублей. Я как-то дедушке на Арбате, как-то я сыграл с ним партию, но почему-то пришлось мне за это отдать ему 500 рублей, несмотря на то, что я выиграл. Так, ну давайте пойду b3 для разнообразия. b3 это дебют Бента Ларсена. Хотя, помнится, даже Роберт Фишер играл b3 в партии с Владимиром Токмаковым лет так 50 назад, может, чуть больше. e6, ну давайте пойду конь f3. Вообще, в таких положениях главная проблема черных – это конь на c6, потому что он мешает борьбе за центр. Черные стремятся, как правило, c5 пойти. Так, ну давайте пойду d4. Конь a6. Ну, соперник как-то играет своеобразно. c4, ферзь b4, конь c3. У белых уже ясное стратегическое преимущество, dc, слон c4. Далее делаю рокировку, где-то d5 пойду по центру. Ну, конь a5 это так, удар по воздуху. Конь a5, слон d3, ферзь d6. Ну, хорошо, рокировка. c5 это очень такой неподготовленный ход, потому что конь e4 следует. Ферзь d5, хорошо, dc побью. У черных позиция уже, конечно же, ужасная. Так, b4 добавлю. На конь c4, слон c4. Так, хорошо, ба. У белых лишняя фигура, еще добавлю сейчас конь d4, далее слон b5, позиция черных, конечно, ужасна. Слон b5, на король f7 могу... слон d7 это другая история, c6, двойное нападение. Ну, комментировать тут уже излишне, наверное. Пойду ладья c1. У белых широкий выбор продолжений. Могу как-нибудь красиво сыграть, ну давайте пойду конь c6, мне кажется, ход достойный. На ферзь b5, d8, ферзь. На ладья d8, конь d8. Так, и остальные фигуры сейчас подключатся к атаке. Так, ну давайте даже конь e6. Уже количество фигур не так важно. Наверное, король f7 нужно играть черным. Ну, а здесь мы играем, скажем, ферзь d7. На король g6, конь f4 мат. Да, ну соперник поэтому слон e7 играет, ладья h8. На f ладья f8. Такая тактическая операция. Теперь конь f4. И на король g5 мат в 3 хода. Смотрите, h4. Дальше ферзь h3, ферзь h5. Все. Так, и что, со средними мы разобрались тоже, да? И теперь у нас продвинутые, и мы начинаем с Венди, видимо. Как-то, но мы все равно проверим ее на детский мат на всякий случай. Так, ладно, детский мат не получилось. Мне кажется, что здесь стало слишком холодно, говорит нам Венди. Мне нравится жаркий огонь. Так, а это точно шахматный сайт вообще? Не, ребят, правда, это пранк, нет, какой-то, что там? Чем сильнее бот, тем как-то агрессивнее он будет флиртовать или что? Как это работает? Или это перевод такой? Почему мне нравится жаркий огонь вообще? Если бы ребенок играл с ботом, то что? Так, нам отдали ферзя, ладно. Бррр, здесь становится слишком холодно. В Индии какая-то у нее проблема с терморегуляцией явно. Какой-то то огонь, то сюда, то туда, то сюда. Ничего страшного. Моя атака остывает. Подбросим в костер чуть больше дров. На самом деле, да, вот слон b7 и длинная рокировка. Это как-то не входило в мои планы. Если нас так обыграют, это будет прикольно. Неужели придется думать? Ну, есть какой-то относительно контролируемый ход ферзь g5 пока. Думать мы не планировали. Рокировка же это ход не по правилам. По-моему, да.
Насколько я знаю эту игру, рокировка ход не поправил. Да, нет, на самом деле, видимо, я так немножко запараноил. То есть бот-то совсем слабый, просто как-то один ход подряд. Случайно там она сделала ход, который я воспринял как какой-то намек на гениальную атаку. И намек был, но это, видимо, так совпало просто случайно. Да, в общем, у нас лишний ферзь, быстренько выигрываем. И проверяем, что там дальше. Ой-ой, если он бьет g2, я даже не видел, что легальный ход, но ладно. Ничего страшного. И ладья g1, давай. Отлично. Так, ну как тут побыстрее мат? Так. Это очень и очень плохо, говорит Венди, ну извини. И моя соперница пошла e4. Ну, давайте сыграю сицилианскую защиту. Дебют с большой историей. Конь f3. Ну, давайте d6. Посмотрим, какие планы у моей соперницы. Слон b5. Это такой анти-найдеров, я бы сказал. Слон b5, конь d7. Весьма популярное направление. d4 ход достаточно старый. Раньше был, пожалуй, главным, теперь нет. Слон e2, ну, ход довольно известный. Так, Магнус Карлсен играл и другие сильные шахматисты. Кажется, моя соперница зевает фигуры, я так думаю. Потому что на конь e5 последовал бы типовой ход ферзь a5. Да, ферзь a4. Ну, давайте пойду ферзь c7. Против хода конь e5. Теперь пойду e6. Ну, просто заканчиваю развитие фигур. Позиция у черных замечательная. Слон c5, конечно, может не лучший ход, потому что под b4, но что поделать. Все мы люди. Да, ну, здесь слон d4 тоже. В принципе, оценка позиции не изменилась. Хотя, правда, был какой-то ход конь b5 у белых. Ну, ладно, это уже заиграно. Так, а теперь, кажется, у черных есть ход d3 с идеей слон d3, ферзь e5. Там я боюсь где-то без ферзя остаться потом. Слон b2, может. Ну, ладно, считать мы не будем. Давайте рокировку сделаем. Так, и давайте буду захватывать пространство e5. f4 ход, конечно, ужасный, потому что e4 и теперь d3 следующим ходом. Или пока что можно еще, знаете, так позицию усилить. b6, слон b7. Вот. Я вообще люблю так подготовить сначала наступление. Да, ферзь d1, а теперь, пожалуй, конечно, d3 хочется. Ну ладно, давайте пока. Пешка висит, да? Соперница пожертвовала слона. Неожиданно. Хорошо, ладья а на d8. Так, и теперь я, пожалуй, сделаю красивый ход конь e5. Но он на поверхности лежал, да. Ладья бьет d1 и съем пешку на c4. В принципе, уже борьба подходит к концу, я думаю. Ферзь d4. А теперь сделаю такой ход загадочный немножко. Конь а3 с идеей конь c2. Наверное, ферзь e5 моя соперница ответит, а я ферзь c6. И грозит мат ферзь бьет g2. Конь e1, конь e1. Так, ладья e8 пока добавлю. Ферзь f1, видимо. Слон e3, бью ладья e3. Комбинация. Так, ферзь f1. Ну, конь g2 просто. Наверное, ладья c1 последует ход. Хожу ферзь e4. Самое главное не зевнуть мат по 8, ладья c8. Ну, давайте пойду, может, ферзь g6, я так думаю. Хочу все-таки мат поставить сопернице. Ферзь g5. Теперь грозит отскок коня неприятный. Так, а здесь, ну, давайте ладья e1 для надежности. Ферзь e1, конь e1. Король f2, да. Ферзь d2. На король f1 мат 2 хода. Слон g2 и конь f3. Все это мат. Жоэли тоже проверяем на детский мат для начала. Первый тест у нас такой незамысловатый. Тут, по-моему, можно бить на f7, ферзь h5, ферзь d5. Не знаю, зачем это проверять, но почему бы и нет. Ладно, пусть будет. А вот и взятие. Да, шах. Шах, забрали ладью. И что, это проходит или меня съедят ферзя там где-нибудь в конце? Открытый вопрос, к сожалению. Ну, наверное, конь c3 надо пойти. Обычно, в целом, как-то с этим ферзем на a8 белым удается все фигуры спасти и лишний материал как-то реализовать. Да, но по виду выиграно совсем у нас. Сейчас мы там слон g5, ферзь b8 как-нибудь. Или ферзь b8, слон g5. Вот как тут побыстрее опять дать этот абсурдный мат? Как-нибудь слон g5. Да что ж такое? Давай, ладно, шах и ферзь c7. Интересно, что вот этот жанр, именно отдельный абсолютно шахматный, что вот как можно быстрее выиграть выигранную позицию, он, в принципе, не имеет никакой ценности для игры вживую, потому что добавление, как правило, есть. Но вот когда мы онлайн играем по минуте, там особенно, это часто такой навык очень-очень важный на самом деле для силы игры, то есть где-то реализовать лишнего ферзя, да, там у тебя времени остается там на 4-5 ходов, там быстро понять, как быстрее всего дать мат, а не как-то монотонно и медленно там выигрывать. Это такой абсолютно отдельный скилл, который, может, профессионалами не сильно ценится, но в каких-то играх в интернете иногда помогает.
Как можно заметить, у меня он развит не очень хорошо. Извините, чем богатые. О. Ура, счастье близко. Что вы делаете? Так, ладно, побил. Шах, ладья d8 и ладья бьет g8. Кстати, ферзь g7 сейчас меня бы неплохо обучил за прямых, ну ладно. Е4. Ну, давайте сыграю, допустим, французскую защиту. Е6. d3, d5. Наверное, соперник ответит конь d2. А я давайте сыграю А5. Буду захватывать пространство на ферзевом фланге А4. Теперь черные угрожают ходом А3, но соперник играет d4. Но, с другой стороны, что это меняет? А3. На b3 следует ход слон b4. Так, соперник играет ЕД. Может быть... ферзь Е2, да. Неожиданный поворот. Ну, давайте слон Е7 пока. Идея сыграть конь F6 и сделать короткую рокировку. Ну, у черных позиция, я считаю, хорошая, достойная. Особенно после хода конь С4. Белые остаются без фигуры. И такая жертва некорректна. Ферзь b3. c3 соперник пешку защищает. Играю ладья e8. Прицеливаюсь к королю белых. Слон e2, слон d6. Рокировки нет из-за взятия слона. Слон e3. Ну, пока ладья бьет a3. И, наверное, следующим ходом конь d5. Хотя у меня есть красивый удар. Ладья бьет c3. Давайте я его продемонстрирую. На ферзь 3, слон b4. У белых позиция проиграна. Слон d2, ладья e2 еще. У черных уже несколько лишних фигур, но я заметил такой удар ладья f3. Так, ну ферзь b5 оценки не меняет, наверное. Хочется выиграть как-то красиво, со вкусом. Давайте пойду ферзь h4. И теперь грозит мат ферзь h2, а на g3 я пошел бы слон g3. А в случае h3, как сыграл соперник, я отвечу ударом ладья бьет h3, на gh ферзь бьет h3. И, пожалуй, от угрозы ферзь h2 нет защиты. Ну, слон f4. Это лишь оттягивает капитуляцию. Так, ладья fe1, ферзь h2. Так, все, ставлю мат. Проверяем Майю на детский мат. У нас какая-то одна стратегия. Но зато это такой стрим, друзья. Как пытаться дать людям детский мат и не проигрывать, если они знают, что это такое. В чем здесь была моя идея? Как-то фигуру жертвовать. Идеи, честно говоря, не было. Я как-то просто пошел. Ну, ладно, уже нас явно все съедят, и надо будет как-то там... Надо будет на что-то нападать. По виду никакой компенсации у нас нет. Что делать? Не впервой. Так, это слон бьет d2, я думаю, пожестче было. Ну, в целом мы без фигуры. И играем мы в таком режиме, как бы слабоумие и отвага. Но, с другой стороны, почему бы и нет. Так, это как-то под конь f5. Какие-то надежды это дает. А, это я тоже не видел. Но, кстати, может, ничего страшного. Ого, пора перейти к защите, он нам говорит. Да, это не ошибка. Вот какой-то есть мотив там где-нибудь конь e6 матом удать. Только как это сделать? Типа ладья d1, потом надо где-то побить на f7. Да, вот, например, здесь. И чтобы он зевнул. Да, вот он именно в этой связи ходит слон d2, да, перекрывает линию, чтобы мы не дали конь e6 мат. Можно, в принципе, ферзя забрать, да? Давайте так, наверное, и сделаем. Ладья d1, уходить он не может, то есть он побьет на d1, да, мат по-прежнему грозит. Да, это мы бьем. Жизнь как-то, по-моему, резко наладилась по виду. Можно пойти, наверное, d7, можно как-то еще пойти. Трудно сказать, насколько мы торопимся, я не знаю, ладно, конь e8, допустим. Да, побили. Так, этот ход я тоже зевнул, но, может, опять же, ничего страшного. Это странная такая магия в целом неплохих шахматистов, что часто вещи, которые ты не замечаешь, как ни странно, ты как бы об этом не думал, но они часто и не так хороши. Это нам в этом смысле везет. Так, как-то он там пошел съедать пешку c7, мы будем вынуждены ее отдать, боюсь, в какой-то момент. Но нас как бы и не спрашивают, да? Так, ладно. Как-то он там ушел в семью защиту и хочет пойти конь d5, наверное. Да. Так, тут я догадался, что по времени эту партию не выиграть. Это проблема. Мы играем, видимо, без часов. Да, будем пытаться выигрывать по позиции, хотя, конечно, стоило начать думать об этом чуть раньше. Слон d7. Но вот как-то нам надо эти пешки пытаться провести. Как-то аккуратно, ничего не зевнуть. Ферзь f7 пока может поставить. Конь e7, да, f6. Так, он там ферзя бы еще не зевнуть. Ну, может, не зевнем. В крайнем случае зевнем в целом. Конь d4. Так, ну можно пойти g6, да, пока. Там какой-то ладья e2, типа, планируется, может быть. Ну опять же, и ладно, да. Как говорил у меня один умный человек, в худшем случае ты проиграешь партию в шахматы. Я смогу с этим жить. Так, что, вперед.
Так, очень страшно, но, наверное, король Е4 уже придется ходить. Возможно, там что-то умное намечено. Да, вот что-то типа этого. Теперь можно дать какой-то там ферзь G8, какой-то мат можно получить в центре доски. Не хотелось бы, но, может быть, этого не избежать, да? А может и избежать. Но надо начинать с короля Е5 и потом уже разбираться. Тоже, правда, не идеально. В целом, люди, которые учили думать на старте, может быть, что-то знали про эту игру, да? Так, а король d5, король c4, все плохо, король удивительно рядом просто. Ну ладно, какой-нибудь ход сделаем, скажем, король e5. Конь c6 не думая. Да, но это мне тоже казалось проблемой. Так, теперь так. И что он так хочет ничью сделать или что? Я даже не понимаю. Это он мудро пошел. Да, и красиво выиграет, видимо. И ладья f3. Нет. Почему? Так, битва длится 3 сутки. Я уже перестаю понимать, что он делает. Я все равно не понимаю, что он делает. Он просто отдал все фигуры. Да, у этих ботов, видимо, есть какой-то странный баг, что если ты продержишься 50 ходов, то типа он просто отдает все фигуры. Он говорит, я продолжу сопротивляться, но это непросто. Так, ладно, быстренько ставим ему мат. Бот нас как-то подстраховал в целом. Я что-то расстроена, неужели защиты нет, говорит бот. Ну, без 2 ферзей обычно нет. Так, есть ли тут какой-нибудь мат в 1 ход, я не знаю, но в 2 точно есть. Уф, очень нервно. Да, все-таки Е4 самый популярный ход на любительском уровне. Ну, давайте сицилианку, c5. Ну, такой ход достаточно известный. Особенно любят в интернете так играть c3. Давайте пешку съем. Уже у черных лишняя пешка, но, конечно, у белых есть определенная компенсация. Да, конь f3, пойду e6 пока. К счастью, ход конь b5 пока не страшен. Так, теперь сыграю 7 a6, все-таки поле b5 возьму под контроль. Слон e3. Ну, в таких позициях вообще типовой ход — это конь g e7. Здесь, правда, вот я не знаю насчет коня a4, конь a4 был ход, но ладно, заиграно. Но я думаю, это было не слишком опасно. А вот теперь интересно, конь g6, конь a4, что там? Может, b5? Ну, давайте проверим. Да, на конь e4, мне кажется, b5 заслуживает рассмотрения, ладья c1. Так, а вот теперь после слон e7, конь a4 угрожает всерьез, потому что конь a4, b5, слон b6, там ферзь ловится. Да, ну хорошо, сыграю b5 сначала, и на слон e2 уже пойду слон e7. Ну, а4 ход не очень страшно, b4. Правда, теперь у белых появляется поле c4 для коня, чем моя соперница пользуется. Конь b1, далее следует конь bd2, конь c4. Ну, а я думаю, мы что-нибудь придумаем против этой идеи. Давайте рокировку пока сделаю. Конь bd2. А с другой стороны, а что мы придумаем, да? Вот хороший вопрос. Давайте пока пойду ладья b8. И на конь c4 есть ход d5, поле b6 взяли под контроль. Ферзь b3 ход вряд ли опасный. Объективно говоря, вообще не опасный. Но какой-то ход нужно делать черным. Ну, давайте пойду слон b7 уже. Какой-то маятник, да, сначала ферзь b3, потом ферзь c2. Соперница пытается меня поймать на ошибке. Ну, давайте ладья c8 пока. Король h1, вау, ничего себе. Хорошо, конь d4. Этого момента я ждал долгое время. Давайте пойду конь e2. У черных уже лишняя пешка и преимущество 2 слонов. Теперь мы играем, пожалуй, d5, вскрываем центр и открываем слонов. Ну, здесь сам Бог велел пойти d4, просто нужно решить, в какой момент. Мне кажется, что ладья c1 сначала, и на ладья c1 d4. Я думаю, что это вполне разумно. На слон d4 хочется как-то коня подключить, или слона с e7, не знаю, слон g5 где-то. Ну, давайте конь f4. Буду нападать. Так, а теперь, может быть, есть удар такой, конь g2, король g2, слон g5. А может и нету. Может, сразу слон g5 пойти. Давайте слон g5 пойду. Поменьше счета, больше простоты, как говорится. Так, слон c5. Теперь на конь g2 есть ход ферзь g5 какой-то. Ну, хорошо. Наверное, пойду ладья e8. Самое главное, ничего не испортить в этой позиции. Вот, испортить можно всегда. Давайте пойду слон a6. Мне кажется, слон a6 такой аккуратный ход. Грозит конь g2, грозит конь d3. Так, ну, наверное, конь g2 теперь. Давайте слон f3. Слон f3 наиболее простой ход. Мы остаемся с лишним качеством и будем потихонечку реализовывать, я надеюсь. Так, давайте 7 пешечку, еще слон b2. Так, ферзь b7, ход не очевидный, зачем, да? Ну ладно, слон c3 пока. Так, и теперь я предложу размен ферзей. Ферзь a8, ладья встанет на c8. Так, самое главное где-то конь g5 не зевнуть, но пока связка, впрочем.
Давайте ладья c8. Король g3, наверное. h6. h6 аккуратный ход. Профилактика прежде всего. h3. И теперь мне нравится такой ход, слон a5, с идеей ладья c3. Слон b4 это приветствуется, размен фигур. Так, слон b4. И давайте пойду как-нибудь, не знаю даже как. Ну, допустим, ладья c7 с идеей ладья a7. Мне кажется, пешка a4 обречена. Так, а здесь, кажется, ладья c3 же. Ладья c3, на ферзь d1 можно ладья a3 пойти. Пешку съем на a4. Так, ну хорошо, наверное, ладья a5. Дальше пойду ладья a3. В принципе, объективно говоря, уже можно где-то перейти в пешечный эндшпиль, и за счет лишней пешки и плохой пешечной структуры у белых будет проиграно. Но пока не будем. Да. Король h7, король g3 пойдем с g5. На король g2 уже g4. Все, позиция белых рушится. Крепость пробивается. Да. Ладья f3. Угроза ладья h3 неизбежна уже. Король g7. Ух ты, я на секунду испугался, что это пад, но нет. Нет, все было под контролем. Ферзь h7, король h7. И ставлю мат. Победа. Мастер Нора. Отлично, мастер Нора, вперед. Привет, сыграем по-быстрому. Так, ну уже очень страшно. Попытаемся Нору как-то просто, это уже в классическом стиле, забодать. За попытки детского мата нас уже наказали. Родной каталон сегодня рассказывал я ребятам, что в любой непонятной ситуации можно сыграть каталон. И даже с мастером Норой в целом. Ой, что вы замышляете, пишет нам Нора. Ну, как-то что-то замышляем. Когда-нибудь узнаешь. Так, ферзь d3 тут или как тут? Ну, скажем, ферзь d3. Плюс большой каталона, что у белых такая здоровая, хорошая позиция, что ее, как плохо не играй, она, как правило, остается такой надолго. Вот я, например, сделал, наверное, идиотский довольно ход а3, и сейчас сделал идиотский ход ладья e1. Но я сыграл такой хороший дебют, что это мало вредит. Как бы такой дебют, который сразу рассчитан на то, что ты тупой. Так, ну вот это может быть зевок все-таки, g4 как-нибудь и конь e5, давайте попробуем. Так, это что-то точно, наверное, зевок, c4, ферзь a5, что он хочет? Нет, не, ну ладно, это у нас лишняя фигура. Мне нравятся короткие партии, но мне совсем не нравится их проигрывать, говорит нам бот. Ну ладно, то есть эта партия уже, понимаешь, у нас абсолютно выиграна, я не знаю, успеваем мы по времени или нет. Трудно сказать, выиграть мы выиграем. Ну ладно, давайте уже, чтобы не думать, поменяем ферзей и как-то ручками доведем. Как учил нас Владик, я слышал там отрывок. Владик учил, что если у тебя лишние фигуры, надо меняться. Не то, чтобы я с этим был согласен, но здесь можно в целом так и сделать. В целом, когда у тебя лишние фигуры, можно и мат дать, друзья. Такой альтернативный концепт могу предложить, это тоже не так плохо. Не обязательно все менять и выигрывать какой-то эндшпиль очень долго, но главное выиграть как-нибудь. Со временем уже как-то перестаешь от себя требовать многого, просто выиграть с лишней фигурой уже за счастье. Ладья d7 куда-нибудь, вторую ладью подведем. Да, повелись. Пойдет ладья 5, наверное, нет, сюда он пойдет, хорошо. Ладью куда-нибудь там вперед. Ладья бьет e3, вроде не зеваем. Да, он делает форточку, меня так просто не победить, говорит. Как я понял, этих ботов, причем у них чем хуже, тем больше они выпендриваются, да, в целом. Ну, допустим, h3. Ой, я придумал ловушку красивую. Сейчас он ладья f6, и мы ладья g6 красиво мат дадим. Нет, он просто отдает ладью. Ладно. Никакого чувства прекрасного у него, конечно. Хорошо, встал сюда и дал мат. Окей, я собираюсь заставить вас доказать, что здесь есть мат, говорит Нора, но мат-то есть, да, король g3. Ладья g5 на любой. Так, ну что? Так, давайте ускоримся. Хотя мне это не свойственно. Так, играю черными. Так, e4, не знаю, давайте плотно сыграю e5. Буду играть быстро, поменьше комментариев. Ух ты, ферзь h5, конь c6. Соперница хочет поставить мне мат. Но нет, передумала она. Я думал, слон c4 пойдет. Ферзь g5. Давайте h6 пойду, прогоню ферзя. Ферзь g3, наверное. Так, ферзь d2, другой план, d5. Конь c3, слон b4, связка. ед, конь d5. Далее конь d4 может быть. Так, а3, хорошо, слон а5, наверное, или, не знаю, конь c3, давайте слон а5. Так, b4, конь бьет c3, на ферзь c3, слон b6. И будет грозить ход слон d4. Казалось бы, это уже мастерский уровень, но, честно говоря, на мастерский вряд ли тянет. Что я делаю? Что я делаю, друзья? Ой-ой-ой, ошибся немножечко, но ничего. Давайте сделаю рокировку. Оплошал я маленько, но бывает, бывает. Так, слон e3, а что мне делать теперь? Давайте слон d4 пойду.
На слон d4 ед, затем ладья e8. Честно говоря, неаккуратно я сыграл, мог добиться большего. А Нора мне говорит, что ее просто так не победить. Проверим, проверим. Так, давайте пойду ферзь d7. На b5 есть ход конь d8. На a4 хороший ход a7, a6, я думаю. Так, соперница играет ладья e1. Забираю пешку. Но боюсь, что я не успею выиграть партию. Остается, наверное, 1 минута. dc. Так, ладья e8, ферзь e8. Будем потихонечку лишнюю пешку реализовывать. Осталось пойти c6, конь e6 и перейти к реализации. Так, ладья h3, наверное, задумано, конь e6. Так, ферзь d4 в эндшпиль. Эндшпиль у белых, ну, объективно проиграны. Ладья e3, король f8, поле e7 беру под контроль. Теперь и после размена ладьи, и в случае просто ладья d8, тяжелейшая позиция у белых. Так, давайте ладья e8. Так, ладья e4, да, размен. de, a5. Опять, я думаю, ход важный. Теперь есть идея конь b3, конь c5, а также просто b5. Ну, давайте король e7 пока. Король e1, наверное, соперница пойдет, я b5. На король d2, конь e6, перевод коня на c5. У белых позиция проиграна, давайте пока король d6. Король e3, конь c5, так. Ну, здесь, я не знаю, конь c5, слон f7, да. Давайте f6 пока. Не будем рисковать. Давайте cb. И теперь исход борьбы должны решить связанные проходные по линии b и a. Так, конь f4, на g3, конь e2. Так, здесь король c5. Не обращаем внимания на мелочи. a4, ставим прямую b4. Прямую a3, давайте быстренько выигрываем. Сейчас конь e2 где-то, здесь король c4, король c3. Наверное, наше время истекло, но давайте партию доиграем для приличия. Все-таки такой эндшпиль не хочется упускать. Конь d3. Давайте конь c1. И выиграем красиво, наверное. а2 пойдем, а2. На слон а2, конь а2. И далее король c2. Так, нет, соперница как-то играет интересно. f4. Так, ну хорошо, как здесь выиграть-то, друзья? b3. b3. Я придумал идею. На e5, b2. И грозит король b3, конь c3. Матовая идея такая, матовая конструкция. Ев, король b3. И это победа. Давай, Люк, поехали. d4 самый обычный дебют, говорит нам Люк. Слушай, ну, не нравится, играй как хочешь, знаешь. От попыток поставить детский мат мы временно отказываемся. Развиваем фигуры. Ну, есть такой вариант в целом. Эти боты уже явно играют нормально. То есть уже как-то мы пытаемся тоже играть с ними вменяемо. d5 для меня ход загадочный. Что будет, если 2 раза побить? Конечно, не побьешь, не узнаешь. Главное, слона, чтобы я в один ход не зевал. Но вроде же нет. Давай, Люк, показывай, что задумал. Не задумал ничего, видимо. То есть просто пешку нам отдали. Можно в стиле Владика перейти в эндшпиль. Можно и как-то... Ну, давайте, ладно, попробую повеселить людей. Король d2, ладья e1 творчески сыграю. Не обязательно, в принципе, это делать, но это такой шахматный юмор. Как вы могли заметить, шахматный юмор в целом не смешной, поэтому не надо, опять же, сильно удивляться. Побили. Ну он просто хочет эндшпиль без двух, но это, да, это здорово, что мне нравится играть окончание, говорит нам бот. Ну, было бы еще лучше, если бы ты мог пешки посчитать. Браво. Так, ну ладно, куда-то вышли. Где-то там после слон бьет c3, конь d5, важно будет ладью только не зевнуть. Но с такой задачей в целом я чаще справляюсь, чем нет. Даже конь f4, конь g2, я думаю, не самая большая проблема. Да, вот он конь f4 готовит. Давайте заранее оттуда срулим как-то. Да, ну и вот здесь какой-нибудь ход спокойный. Можно ладья g1 пойти даже. Можно как-то совсем трусливо. Знаете, как-то совсем трусливо будем с ним играть. И ладью на e3 еще вернем. Вот так. Не мытьем, так катанем. Катанем? Ну вот он меня и, кстати, и наказал, да? Это более чем по делам, кстати, я считаю. В целом, все, что я делал, к этому располагало. В общем, от 2 лишних пешек у нас осталась 1, и мы отдали самую важную. То есть у него позиция, наверное, стала просто где-то в диапазоне от чуть хуже до вообще не хуже. Так, если я продолжу в том же духе, в целом уже можно будет нашими диапазонами поинтересоваться. Ну ладно, опять же, будем как-то трусливо с ним. Это вот об этом я не подумал. Это очень плохая новость, кстати. Ну ладно, уже как-то не слишком велика мотивация с ним бодаться, если прям совсем честно. Сюда, куда-нибудь там c4, может быть. Да, и теперь побьем сюда. Позиция так или иначе примерно равная. Может быть, после того, как я все испортил в плане игры на победу, я играл не супер аккуратно даже в плане того, чтобы с комфортом сделать ничью, но в принципе проиграть такую позицию, наверное, мы не должны с некоторым запасом. То есть обычно в таких позициях надо как-то просто аккуратно подготовить жертву коня за пешку Б,
или какую-то там пешку, которая у него отдаленная. И главное избегать размена ладей. То есть, в принципе, обычно получается так, что сильнейшая сторона долго там что-то проводит эту пешку, слабейшая сторона, то есть в данном случае мы отдает за нее коня, и все это заканчивается в ничью. Ну вот он, кстати, умно пошел, да, немножко снова нас надурил. Теперь на конь d2 он хочет ладья e6. Наверное, все равно это ничья, но тревожненько. Ладно, обратно. Ладья e6, так ладья e6. Не ходит ладья e6. Так, ну тогда мы как-то дадим ему высказаться снова, да? Что он хочет вообще? Ладья b7, что ли, он ведет? Как будто он просто на месте стоит, я не знаю. Ну, он, правда, поскольку компьютер, он, наверное, может, не всем понимает. Может быть, именно компьютер оценивает эту позицию как равную. То есть, может быть, для компьютера это типа супер очевидная ничья. И он даже не понимает, что по-человечески у него очевидный перевес. Ну, сейчас, может, все это, кстати, произойдет. Вот он пойдет GF, пойдет B3. И я уже, чтобы проиллюстрировать все эти наши идеи, но он даже так, правда, не хочет. Ну, ладно, тогда там шах и... Да, то есть он, судя по комментариям бота, он даже не считает, что у него лучше, как бы. С точки зрения такой шахматной высшей математики он, может, и прав. Так, ну вот можно смертельный номер. Я пытаюсь посчитать вариант. Ладья b8, ладья бьет b6, конь бьет b3, король f3. Наверное, мы успеваем сделать ничью. Ладно. Давай, Люк. Надоел ты мне. Можем даже король f3 начать пока, наверное, да? На b2 есть конь c4 шах. Так, ну вот теперь пора уже бить. На победу мы не играем, конечно, здесь. Ну и... Мы можем король f5 повыпендриваться немножко в плане игры на победу. Но в целом как угодно. Он должен здесь ничего сделать. Например, так, да. Ну, можем еще повыпендриваться ходом h5, я не знаю. На король g6, конь f2 он бы пошел. Так, а вот это, кстати, если g5 взял h6, это не какой-то там глюк его. Было бы классно, если бы он в конце концов все-таки напортачил. Ну нет, он не напортачил, правда, нормально все. Да. Блин, это я, кстати, ошибку совершил, да, эти боты тупые. Он теперь будет бесконечно эту позицию играть, пока не запотует 50 ходов. Ладно, в таких позициях лучше спидрану. Просто спускаетесь на g1, h1 и ставите 1000 примовов. Плохими они быть не могут. И в целом ждете, пока это закончится. Это типичное окончание партии в каком-то титульном вторнике. То есть, так, ну что, может, пора как-то уже попытаться съесть у него на h3? О, ничья повторением ходов. Класс. Люку ставим лайк. Люк, в принципе, здорово играл. То есть после того, как нам отдали две пешки ни за что, в принципе, было видно, что сильный оппонент. Я надеюсь, вам было интересно. В отличие от Владика, хотя бы я успел добраться до Люка и сыграть с ним ужасно. Может быть, правда, не играть с ним было еще лучше. В любом случае, я надеюсь, было весело. Что касается сложности, то, честно говоря, первые два уровня очень простые. Базовый уровень и продвинутый, кажется, могу ошибаться. Вот. Заключительная партия была более сложной, поскольку пришлось приложить усилия. Ну, даже по партии видно, что закончилось затяжным эндшпилем. Но играть интересно было, потому что это мой первый опыт. Я на ческоме не играл против ботов. Надеюсь, что вам тоже было интересно. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Team Spirit Chess и болейте за наш коллектив. Всего наилучшего.